Девочка Йен-Хи. Корейская сказка. Давным-давно в одном селении жила вдова с дочкой Йен-Хи. В селении все любили Йен-Хи. Была она всегда веселая, приветливая, пела такие хорошие песни. За маленький рост ее ласково называли ласточка, мышонок или мотылек. Были неурожайные годы, и бедным крестьянам приходилось просить у помещика в долг семена для посева. Мать Йен-Хи заняла у помещика мерку риса на семена. Все лето под палящим солнцем они работали с утра до ночи, ухаживали за своими посевами. Осенью собрали урожай, полных 2 куля рису. Пришел помещик и взял за долг 10 мерок риса. Остальное зерно забрали королевские чиновники. От горя и голода мать девочки Йен-Хи заболела и слегла в постель. Каждый день Йен-Хи без устали бегала по скалам и по берегу моря, собирала коренья, водоросли, ракушки, варила их и кормила свою больную мать. Йен-Хи придумывала из этих трав и ракушек множество кушаний и старалась приготовить их как можно лучше, чтобы мать меньше страдала от голода. Но вот подули холодные тайфуны, землю сковал мороз и покрыл белый снег. Грозно бушевало почерневшее море, и бешеные волны заливали берег. Как ни старалась теперь Йен-Хи, она не могла найти никакой пищи для умирающей матери. Даже водорослей нельзя было собрать. Тогда Йен-Хи сказала: «Не горюй, мама, я заберу наш хлеб у помещика, обязательно заберу. Он нас ограбил». «Что ты говоришь, дочка? Как же ты заберешь? К помещику даже во двор зайти нельзя». «Я буду думать, как это сделать, и уж придумаю», — ответила Йен-Хи. И придумала. Побежала Йен-Хи к помещику, стала его просить, чтобы он взял ее в работницы. «Что же ты сможешь делать? Я даже не вижу тебя, где ты там стоишь и кто ты?» — проворчал помещик. Его звали Сан, что означает «куча». Он выслушал просьбу девочки. Помещик и правда не видел Йен-Хи. Он был такой толстый, с таким огромным животом. Он с трудом мог нагнуть голову, а если и нагибал, ничего, кроме своего живота, не видел. А девочка Йен-Хи от постоянного голода была очень худенькая и такая маленькая, от земли не видать. «О, я хотя и маленькая, но могу печь такой вкусный хлеб, готовить самые разные кушанья. Я Йен-Хи». Помещик засмеялся. «Я Йен-Хи!» — передразнил он девочку. «Подумаешь, какая важная особа. Траву едите. Где тебе было научиться готовить вкусные кушанья?» Но Йен-Хи начала так горячо рассказывать о кушаньях, которые она может приготовить, что у богача слюни потекли по толстым губам. Он даже есть захотел. А поесть он любил. Кто же в селении не знал об этом? Кто выращивает хлеб, тот умеет и печь его. Я научилась всему у своей матери. Возьмите меня в работницы, и вы увидите, как я умею печь хлеб», — упрашивала девочка. Еще я умею бегать быстро, как молния в тучах, и если куда надо побежать, мигом обернусь». «Ну что ж, я возьму тебя на работу. Но чтобы ты не смела таскать мой хлеб своей матери», — сказал помещик и приказал своим слугам отвезти девочку на кухню. Йен-Хи старалась угодить помещику. Какой только еды она не приготовила. И салаты, и рыба, и нашинкованная редька, и пампушки, и запеченные яблоки, груши. Испекла она высокий пышный хлеб
такой душистый, что от одного хлебного запаха кружилась голова у голодных людей. Помещик Сан попробовал стряпни Янхи и облизал свои толстые пальцы. Девочка маленькая, а умеет хорошо готовить. Удивился он. Возьму-ка я ее в стрепухе. Еды ей немного надо, такой-то маленькой. Так стала Янхи работать у помещика. На другой день приготовила она обед и задумалась, как же ей унести свой хлеб. Если тайно отрезать краюшку от хлеба, это будет заметно, а унести хлеб необходимо, ведь мать умирает с голоду. И она придумала. Испекла несколько хлебцев-лепешек, совсем плоских и похожих на листья тыкв, хабакнип. Когда стемнело, Янхи завернула в листья тыквы низенький хлебец, спрятала его и быстро побежала домой. Мать съела хлеб, и ей стало лучше. Каждый день приносила Янхи один маленький хлебец домой, и мать поправлялась. Тогда Янхи стала заглядывать в самые бедные дома голодающих соседей и приносить им хлебцы, похожие на листья тыкв. На другой год крестьяне опять заняли у помещика рис на семена и засеяли свои клочки земли. Наступило время сбора урожая. В тот год урожай был хороший, но крестьяне знали, что помещик все равно отберет у них весь урожай, и опять им придется голодать, опять занимать у помещика и отдавать за долг в 10 раз больше. Тогда они сговорились и припрятали немного зерна для семян и пищи. А девочка Янхи научила всех женщин печь низенькие хлебцы, похожие на листья тыквы. Жадный помещик Сан размышлял. Как же так? Я забрал весь урожай, а крестьяне не идут ко мне с поклоном. С просьбой дать в долг хотя бы немного зерна. Значит, не голодают? И даже часто поют веселые песни. И он решил следить за крестьянами. Послал слуг подсматривать, что они едят. Но сколько слуги не подглядывали, хлеба в крестьянских домах не видели. Тогда помещик Сан вспомнил о девочке Янхи и ее слова «быстро бегаю». Позвал он Янхи и сказал: «Сбегай в селение, посмотри, что там едят крестьяне. Узнай, почему они не идут ко мне занимать в долг хлеб под будущий урожай. Я ведь добрый, всем помогаю». Обежав все селенье, Янхи возвратилась к помещику. Сделав печальное лицо, девочка сказала: «Мой хозяин, крестьяне едят только листья тыкв». «Как можно жить столько листьями?» Не поверил ей помещик, решил сам посмотреть. Крадучись, пошел он по селенью, подсматривал в двери бедных домишек, но везде видел, что крестьяне едят только листья хабакнип. Помещик гневался, а крестьяне радовались. Они пережили трудное время и сберегли семена для посева. С тех пор крестьяне Кореи стали печь хлебцы, похожие на листья тыквы, чтобы их не увидели и не отняли помещики. Так и жили, хлеб сеяли, а есть открыто боялись. Но все это было в старое время. А о девочке Янхи и сейчас еще можно услышать рассказы от стариков.